Привет! Сейчас говорю о Токайдо. Давно я не видел в свободной продаже эти коробочки, но это не повод забывать об этой игре. Тем более, что в этом году могло бы выйти какое-нибудь 10-е юбилейное издание, но издатель, видимо, решил иначе и подготовил для игроков на Миджи и условное продолжение, которое скоро должно появиться, Токайдо Дуо. Вот так игра стала выглядеть на свое пятилетие. Всего лишь косметически улучшили, но и обошлось без громких слов о юбилеях. Но не так важно, когда и по какому поводу, а вспомнить об одной из красивейших настольных игр смысл есть. На момент записи ролика 633 место в топе БГГ, 186 среди лучших семеек. Неплохо, иначе быть не могло, Антуан Боза ведь опытный игродел. Не могу сказать, что все его игры мне нравятся, но я люблю его за частое использование японского сеттинга. А 7 чудес Токенока и Ханаби вообще добились всеобщего признания. И все же в том, что игра получилась именно такой, главная заслуга не Антуана Боза. Именно Ксавье Генефей Дюрин, прости мне мой французский, сделал из заурядной игры Антуана Боза произведение искусства. На мой взгляд, Токайдо его величайшее творение. Нет, у него есть еще в портфолио примечательные проекты, но он мало где выступал художником единолично. Симила, Токайдо на Миджи, Токайдо Дуо, который можно в принципе считать одним проектом. Вот, собственно, и все. Еще он участвовал в сезонах, имя его прямо указано на коробке, но, насколько знаю, он был там не единственным иллюстратором. Но, тем не менее, жирный плюсик в карму от меня за сезоны он точно получает. В Токайдо удачно сочетаются яркие иллюстрации и минимализм, что весьма необычно для настольных игр. Нестандартное длинное поле вполне удобно. Во всем оформлении преобладает белый цвет и пастельные тона, что на мой вкус очень красиво. Деревянные компоненты тоже не яркие. А вот маркеры подсчета очков сделаны неудачно, они настолько маленькие, что один из моих потерялся еще где-то на этапе упаковки на заводе. Единственный случай на моей памяти, когда в игру что-то не доложили. Ну что, небольшая ремарка по поводу сеттинга игры. Токайдо в переводе с японского «Восточный морской путь». Это важнейшая дорога Японии периода правления сёгуната Токугава. Чуть ли не единственный маршрут, который соединял Киото и новую столицу Японии Эдо. Соответственно, такой маршрут должен был быть живописным и полным полезных остановок. Точнее, их было 53 по числу почтовых станций на маршруте. Утагава Хиросиги даже увековечил их в серии из 55 гравюр. В игре тебе придется побыть одним из путешественников, которые отправляются в Эдо. Будешь посещать храмы, останавливаться в гостиницах, покупать сувениры, посещать источники горячие, встречать интересных людей, покупать еду. В общем, постараешься провести путешествие наиболее продуктивно и насыщенно, чтобы победить других игроков. Все механики просты. Геймплей максимально направлен на то, чтобы игроки приятно провели время. Конфликт между игроками минимален. Разве что доставите друг другу небольшие неудобства, связанные с тем, что кто-то займет какую-то злачную позицию раньше. Все. Поэтому идем дальше к экспресс-инструкции по игре. Так, игрокам нужно добраться с одной части поля на другое. Ходит всегда последний игрок, и он сам выбирает, на какое количество ячеек ему пойти. Каждая остановка – это какой-то бонус. Это может быть покупка сувенира, посещение горячих источников, встреча с каким-нибудь персонажем. Есть несколько обязательных остановок, которые выполняют условно функцию разделения игры на раунды. Здесь игроки обедают и двигаются дальше. Как только игроки посетят последнюю остановку, они посчитают очки, и тот, кто наберет больше всего очков, победил. Это коротко. Ну а теперь долгая и подробная инструкция. Раздели карты на типы, перетасуй и разложи на свои места. Перепутать здесь будет сложно. Для карт достижений места не придумали, их надо просто оставить рядом с полем, где удобно, где это не мешает. Карты пейзажей поставь на свои места и расположи их в порядке от меньшего к большему. Так просто удобнее. Хватит по одному сету на человека, остальные оставь в коробке, если играет не максимальное количество игроков.
Каждый игрок выбирает цвет своего персонажа, кладет мипу на отправную точку, а маркер впечатлений на трек подсчета очков. В Токайдо это называется шкала впечатлений. Теперь каждому игроку нужно сдать по 2 карты путников. Одного из них игрок выбирает, чтобы продолжить с ним путешествие, другую карту игрок сбрасывает. Цветной жетон игрока засунет в специальное отверстие на карте своего путника, чтобы было понятно, кому принадлежит мипл. Путник определит стартовый капитал игрока на начало путешествия и особый бонус. Все особые свойства персонажей вносят небольшие изменения в стандартные действия. Расскажу тебе о них сразу после основных правил. Персонажей много, некоторые из них могут показаться имбовыми, но дисбаланса в игре я не заметил. Они скорее определяют твою стратегию на текущую партию. Ну что, все карты разложены, миплы на местах, стартовый капитал получили, персонажей выбрали, можно начинать игру. Порядок старта можно разыграть любым способом, выбор за тобой. В игре всегда ходит тот, кто находится дальше остальных от пункта назначения. Походить можно любое количество свободных участков, вплоть до обязательной остановки в следующей гостинице. Но чем больше участков ты пропустишь, тем больше раз смогут походить другие игроки, прежде чем снова наступит твой ход. На поле есть некоторые участки с 2 ячейками. Они используются в партиях на 4-5 игроков. Если придешь на этот участок раньше других, становись ближе к дороге. Если позже, займи дальний. По правилам тут ты отстаешь от этого игрока и будешь уходить с участка раньше. Значит, приходить на участок вторым немножко выгоднее. На каждом участке у тебя есть возможность получить победные очки, монеты, добавить в свою коллекцию карту, что тоже приносит победные очки или монеты. Очки в Токайдо всегда начисляются сразу. Давай покажу, какие участки ты посетишь и какие коллекции ты сможешь собрать. Черный участок, деревня. Вот. Бери 3 соответствующих карты и выложи перед собой. Купи любое количество сувениров или не купи совсем, если денег не хватает или ты их экономишь. Но если у тебя нет хотя бы одной монетки, останавливаться в деревне ты не можешь. Естественно, за эти сувениры придется заплатить указанное количество монет. То есть эти все попались по одной монетке. Каждая такая карта принесет тебе какое-то количество очков. Чтобы получить больше очков, наиболее эффективно собирай сеты сувениров. Любой сувенир принадлежит к одному из 4 типов. Это вещица, одежда, предмет искусства или еда. Первый сувенир в сете дает 1 очко. Второй сувенир дает еще 3. Третий сувенир 5. Четвертый 7 очков. В сете не может быть больше 4 сувениров. Если ты купишь карту с типом, который уже есть, он начнет новый сет или же продолжит следующий. Так, дальше у нас, например, есть фермы. Они дают по 3 монетки. Денег в игре не особо много, а возможности их заработать и того меньше, поэтому за места на фермах, скорее всего, придется побороться. Да и в целом своими средствами нужно распоряжаться здесь осмотрительно. Пейзажи, их 3 типа, собираются они аналогично, разница лишь в количестве карт в готовом сете. Пейзаж с рисовым полем состоит из 3 карт, горный из 4 карт, морской из 5 карт. Вот эта ячейка с символом пара – это горячий источник, а значит гарантированно 2 или 3 победных очка, как повезет. При посещении храма, вот она эта ячейка, одна из них, ты должен пожертвовать на свой цвет, на свою ячейку до 3 монет. Каждая монетка – это 1 победное очко. Уже в конце игры, в зависимости от того, сколько пожертвовали храму, всем игрокам начисляются дополнительные очки. Тот, кто пожертвует больше всего монет, получит 10 победных очков, кто займет 2 место 7, 3 место 4, 4 место 2. Если игроков 5, то последний уже ничего не получает. Естественно, если у тебя не будет хотя бы 1 монетки для пожертвования, останавливаться в храме нельзя. Когда придешь на место встречи, бери верхнюю карту и примени 1 из 5 эффектов в зависимости от собеседника, который тебе попался. Встретив самурая, получи 3 победных очка.
Шокунин разрешит тебе бесплатно взять верхнюю карту из колоды сувениров. А Нейбита дает тебе следующую на очереди карту указанного пейзажа. А если он собран, берешь карту любого другого пейзажа. Куга дает тебе 3 монетки. Это еще одна и последняя возможность пополнения кошелька в игре. И последнее, кого ты встретишь, это Мика. Она пожертвует за тебя 1 монетку в храм из общего запаса, за что получишь 1 победное очко на трек впечатлений. Наконец добрался до гостиниц. Посещение всех гостиниц обязательно, и никто не может пойти дальше, пока все не соберутся по очереди в каждой из них. Поэтому на этом участке помещаются сразу все путники. Каждый игрок может приобрести тут карту трапезы за 1, 2 или 3 монетки. И гарантированно за это получит 6 победных очков. Первый, кто приходит в гостиницу, как и положено, становится ближе к дороге, остальные игроки выстраиваются за ним. Если придешь раньше остальных, бери из колоды трапез на 1 карту больше, чем количество игроков. Покупай одну из них, если хватает денег. Лучше брать подешевле, но даже если карта стоит 3 монеты, это все равно выгодная сделка. Поэтому лучше прибереги несколько монет по пути к гостинице. Карты, которые остались после выбора, оставь рубашкой вверх возле поля. Следующие игроки будут выбирать свою еду из оставшихся карт. Ну а те карты, которые не будут куплены, будут сброшены вот сюда. Когда же игроки будут уходить из гостиницы, начиная условно новый раунд, естественно, будут делать это в обратном порядке от самого последнего. Таким образом, тот, кто пришел раньше, имеет больший выбор и возможность купить блюдо подешевле. А тот, кто приходит последним, будет выбирать всего лишь из 2 карт, которые, скорее всего, будут наиболее дорогими. К тому же на всем пути пробовать дважды одно и то же блюдо нельзя, а значит тот, кто приходит последним, еще и рискует остаться голодным, если ему оставили только то, что он уже пробовал. Когда все путники соберутся в последней гостинице Веда, игра завершится, а игрокам останется посчитать только дополнительные бонусы. За пожертвование в храм, напоминаю, самый щедрый получает 10 монет, следующий 7, третий по щедрости 4, последний 2 монетки. Тот, кто не посетил ни одного храма и даже не встретил Мику, которая могла за него закинуть монетку, естественно, ничего не получает. В игре есть 7 достижений, каждое из которых приносит 3 победных очка. Вот эти синенькие – это достижения за пейзажи. Не обязательно ждать конца игры. Как только первый игрок собирает соответствующий пейзаж, он получает автоматом 3 победных очка и вот такую вот карточку. Вот эти 4 достижения выдаются уже в последней гостинице. Первое – это гурман. Она выдается тому, кто потратил на еду больше всех денег. Ну, игроки, естественно, должны сравнить свои карты трапез по стоимости за каждое блюдо. Достижение купальщик выдается тому, у кого, естественно, к концу игры больше всего карт с горячими источниками. Достижение любитель поболтать выдается тому, кто встретил больше всего людей на своем пути. И последнее достижение коллекционер. Соответственно, тот, кто больше всего собрал сувениров, тот его и получает. Аналогично бонусам за храм, если у игроков паритет в количестве карт, по которым даются достижения, все игроки получают по 3 очка за это достижение. Поскольку Антуан Боза избавил нас от скучного подсчета очков в конце игры, текущий результат на шкале впечатлений должен быть финальным. Но если кто-то сомневается в правильности подсчета, на столе коллекция карт, пожалуйста, пересчитывайте, убеждайтесь и завершайте партию. Вот тут пора вспомнить о путниках. Художник Хиросиге получает с покупкой еды любую карту пейзажа на выбор. Посыльный Тюбей с покупкой еды получает верхнюю карту встречи. Ронин Кинка покупает еду на 1 монету дешевле, а та, которая стоит 1 монету, бесплатная. Чиновник Йосиасу при встрече выбирает одну из 2 верхних карт. Оставшуюся сбрасывает вниз колоды. Сирота Сацки при посещении гостиницы тянет из колоды 1 карту трапезы, и если она ей подходит, может забрать ее бесплатно. Если карта не нравится, можно положить ее вниз колоды и купить карту по обычным правилам.
Старец Мицукуни получает одно дополнительное очко за каждую карту горячего источника или карту достижения. Гейша Сасаяка. При покупке 2 или больше сувениров самый дешевый достается ей бесплатно. При этом у нее должно хватать денег, чтобы купить их все. Священник Хиротада. Когда останавливается в храме, помимо стандартного пожертвования, добавляет еще одну монету из общего резерва. Артистка Умэгая. За каждую встречу, помимо эффекта самой карты, получает одно победное очко и одну монетку. И купец Дзенэмон. Одну карту сувенира может взять за одну монету. Так, в игре есть еще возможность играть вдвоем. Это не полноценная дуэль. Присутствует условно третий игрок, которым управляет тот игрок, который находится ближе к Эдо. Третий игрок не собирает карточки, не собирает монеты. Он участвует в пожертвовании в храмах, за него из общего резерва кладется монетка, и таким образом он может потеснить кого-то из игроков в ранжировании. Также он участвует в выборе трапез в гостинице. Игрок, который им управляет, просто наугад сбрасывает одну карту, таким образом делая выбор другого игрока скуднее. В общем, благодаря такому боту у игроков получается дополнительная возможность манипуляций ради собственной выгоды. Еще База продумал некоторые изменения в базовые правила, которые должны исправить минимальный дисбаланс и добавить чуть-чуть разнообразия. Но если ты не играешь в Токайдо по несколько раз в неделю, то эти правила проще игнорировать, чем их внедрять и проверять. Ну, если прямо надо, эти замечательные, красивые, понятные правила тебе в помощь. Вот я и добрался до вывода. Токайдо дает именно то, что обещает. Это спокойный, простой геймплей, который подойдет людям любого возраста с любым игровым опытом. Это эталонная семейка, которая разнообразит твой досуг, когда лень доставать что-то большое, но все-таки хочется поиграть во что-то приличное. Игра предсказуема по продолжительности. Независимо от количества игроков, до 3 и от 4 количество ячеек фиксировано, и в принципе на нее не уйдет больше часу времени, даже если где-то будет дикий даунтайм. Однако сейчас найти море более увлекательных альтернатив не проблема. К чему действительно хочется придраться, это коробка. То есть внутри куча пространства и очень мало компонентов. Я понимаю, что она, возможно, красиво смотрится на полке, ее хорошо дарить, она достаточно большая, но могли бы как-то более рационально использовать это пространство. И еще карты в протекторах вот в эти вот ячейки не поместятся, что весьма обидно. На этом все. Базу Токайдо я показал. Я еще вернусь, чтобы рассказать про дополнение. Все, прощаюсь. Пока. Подписка, лайк, ты знаешь. До скорых встреч.